Доброе утро, друзья! Ветер дует. Вот мой третий груз. Один палет и длинная такая вот штука. Все, выдвигаемся в сторону моста. Вот, да, такая была у меня крутая загрузка. Ну, а я же как раз подождал, приехал, чтобы у меня расцвело. Чтобы нам было все красиво смотреть. И я решил, ребята, что мост я покажу отдельно. Проезд по нему и рассказ о нем будет в следующем моем видео. И уже позже, после выхода видео, вы сможете найти его в описании под этим видео. Вот. Ну а сегодня мы поедем в Данию. Быстрый проезд по мосту, тоннелю. И выгрузимся в 3 местах у нас. Один будет городок. Я не знаю, насколько глубоко там в него надо заезжать, я еще не смотрел, но там есть замок. Посмотрим, сможем ли мы его увидеть или нет. Вот. И будем смотреть, какое будет задание дальше. То есть мне уже в сторону порта надо ехать и на паром, и на Литву. Вот. Поэтому погнали. Вот мы с вами выдвигаемся с загрузки, с промзоны. Мне будет сейчас 13 километров до моста. До моста, да. Так, ну и вообще, суть до дела, это Эресундский мост-тоннель. Единственный в Европе подобный мост. То есть, часть моста проходит на поверхности, а вторая часть проходит в виде тоннеля. Вот такое вот интересное сооружение. Ну, более, ребят, все подробно про мост будет в моем другом видео. Ну, а пока я раньше ездил по этому мосту, но я всегда проезжал по аппарату норвежской оплаты, то есть он оплачивался автоматически. А сейчас же мне дали номер на оплату этого моста. И вот куда его вводить, этот номер, вот это интересно. А здесь обратите внимание вот на этих слоников. Вот, я не знаю, лично мне они кажутся страшными. Вот как будто вот это здание, там происходит что-то ужасное, и тут стоят такие слоники на входе. Ну вот у меня такая вот ассоциация с фильмами ужасов. Я, наверное, слишком много их смотрю. Итак, мы подъезжаем к оплате. И здесь мне нужно быть внимательным, так как мне не аппаратом платить, а референс-номером. Куда его там вводить, это сейчас придется мне разбираться. И, в общем, немного по оплате. Для легковых автомобилей проезд стоит около 60 евро. Ну, плюс-минус, это старая информация, которую я нашел. Для грузовиков это около 200 евро. Так, и мы смотрим, что у нас здесь происходит. Мне нужен, наверное, мануальный оператор. Поэтому я поеду вон на тот желтенького, вон на того человечка. Я надеюсь, я стою правильно, конечно. Если это будет не так, это будет очень нехорошо. Hello, I have a number 06 34 62
7-4. Thank you, bye. А пока я ехал по тоннелю, то общался, переписывался с менеджером, который начал тут переставлять мне порядок выгрузок в неправильную сторону. Но вроде бы сейчас он все изменил. Да, и связь у меня в тоннеле, пока ехал, поменялась уже на датскую. Все, мы движемся, мне 14 километров до выгрузки. Ну и вот у нас начинается вообще, собственно, Копенгаген. С правой стороны был аэропорт, возможности его показать не было. Здесь его с этой точки не так сильно хорошо видно. Сеть дорог в Дании основных, то есть это вот широкие, стандартные, так сказать, европейские дороги. Да, конечно, где-то съезжать на националке, там куда-то добираться, можно проехать и по узким дорогам, но основные, которые соединяют Данию дороги, они все широкие. Вот у нас Кровн Плаза, отель, я так понимаю. Ну и бизнес-центр. Дания, конечно же, уже колоссально отличается от Швеции и Норвегии, и Финляндии. Хоть она является страной Скандинавии, но она никак на них не похожа. И климат здесь зимой такой, то есть очень мягкий, ветреный, дождливый, иногда мокрый снег. То есть, ну, сильных здесь морозов никаких не бывает, конечно же, никогда, так как почти кругом везде вода. Вот, поэтому здесь негде браться морозом. То есть путь от столицы Дании до Швеции пролагается двумя путями. Два путя ведут в Швецию. Это, собственно, сам этот мост-тоннель. Или же паромчиком можно плыть. Хельсингборг его идет название. Небольшая переправа, 30 минут. И она стоит в 2 раза дешевле, чем мост. Вот. Но в моем случае, так как клиент, не моя фирма, а клиент оплачивал этот мост, то есть поэтому мне были указания снять аппарат оплаты Брабис, чтобы он не сработал нечаянно. Потому что, скорее всего, если бы он сработал, то попал бы на деньги в первую очередь я, на 200 евро. Но я его положил в холодильник, да. Чтоб наверняка его там чтоб не сработал он. Ну, а так, конечно, в основном мы всегда плаваем таким маленьким паромчиком. Есть еще паром с Гетеборга на Фредриксхавен, но это совсем другая часть Дании. Ну, то есть, вообще Дания состоит из 3 островов таких. Ну, я думаю, да, правильно, острова. То есть 3 островов, и они соединяются, эти острова, паромами такими же и мостами. Но не в этот раз, я думаю, когда-нибудь, уже в следующем году, в следующем сезоне моих съемок мы проедем по тем мостам. Пока что вот первый мост проехали. Да, тоже там мост соединяющий, самый большой, который очень такой впечатляющий, и в зимнее время он очень ветреный. Я там однажды ехал, и, конечно, я ехал около 40, наверное, километров в час. У меня был тентовый прицеп, полуприцеп. И реально было стрёмно, потому что машину сдувало с дороги. Реально очень сильный был порывистый боковой ветер. Ну и также с Дании паромами на Норвегию. То есть с Норвегии попасть в Данию можно только паромами, а Швеция вот тоже и паромами, и вот таким мостом. И у нас на подходе первая выгрузка. Съезжаем мы с широкой ровной автомагистрали в промзону. Будет первая выгрузка, и еще потом будут 2. Следующих заданий пока что у меня нет. Мужик там что-то ломает. Хочет снять какой-то знак. Да, в прошлый раз я здесь заметил очень интересную такую вещь. И я с ней не разобрался вообще, что это.
И сегодня, если вот мы будем ехать, мы будем по-любому где-нибудь ехать, вы поймете, о чем я говорю, и будем думать, что же это такое у них. В общем, на столбах вот вдоль дороги все увешано в портретах людей. То есть, естественно, там написано на датском, там ничего не понятно, что это. Я вот ехал и думаю, что же это такое? Может, какие-то у них тут выборы скоро будут, и тут местные какие-то, ну, палаты, кандидаты, но их чересчур было много. Поэтому, может быть, просто деятели Дании какие-то такие более, как бы, известные, популярные. В общем, чуть позже мы это посмотрим. Да, камера не закреплена была, и поэтому она решила упасть просто. Да, камеру, наверное, мне надо будет сейчас убирать, потому что езда по городам, по кольцам, я ее могу сломать. Поэтому, да, переключаюсь я на телефон. И первая выгрузка ужаснейшая. С дороги задом нужно заезжать, и все занято. Мне придется ждать. Нептун Транспорт. Подождем. Единственное, что пока стоял, поменялась у меня выгрузка, которую вот я сейчас загрузил, третью в Швеции. Мы поедем немножко в другой город. В Роннеде, Данмарк, 4683. Сейчас мы посмотрим, где он находится. Угу. И вот, в принципе. Вот первый остров идет, датский. Вот второй. И вот этот вот третий. Даже получается раз, два, три, четыре. Я насчитал. Вот. Но здесь это уже с Германией соединение, поэтому он полуостров получается. Здесь у нас будут старты на вот Фредериксхавен на Гетеборг, и здесь где-то Хирсхальс будет на Норвегию, Хернинг, где-то здесь. Так, ну а ехать нам не сильно, так чуть-чуть в сторонку мы проедем по широким дорогам. В общем, движуха идет, я уже около часа здесь стою. Кто как, кто куда, но сейчас эстонец, вначале его выгнали, выгрузили другую машину, сейчас эстонец загрузится и потом заеду я. Почти 2 часа я протусовался на этой выгрузке, пока ждал очереди. В общем, выгрузился, и мне 2 километра до следующей выгрузки. Ну, то есть это получается на другой стороне промки, я так посмотрел по навигации. И какая-то у меня будет фирма ИАК. И это мне там нужно будет выгрузить то, что я загрузил в Норвегии. И с одним палетом, можно считать, я поеду на следующую, на последнюю, точнее, выгрузку. Пока что планов нету никаких. Какой-то тут завод там мощный стоит вдалеке. Так, а мне здесь во второй поворот показывает куда-то. А, ну вот, ИАК Акустикс, вот так.
То есть мусорные контейнеры для акустики. Так, и здесь множество фирм, а я где-то, вот она, как раз где стоит фура. Так, ну, пойду спрашивать, где что тут. Вот, это выгрузили, и остается у меня вот такой вот груз огромный. Я не знаю, километров 50-80 мне ехать, я даже не смотрел еще. Так, ну и заехать-то я заехал, теперь выехать. Я думаю, сейчас дам вперед. И так вот назад я заверну сюда и уеду отсюда. Тут задача тягачом не цепануть крайнюю легковую машину. Здесь-то в этой стороне все нормально. Ну и видите, вот прицепом, как угол прицепа выступает. И сейчас вот он уже в том зеркале. Верхнем у нас. И здесь. Вот для этого все зеркала и нужны в таких вот моментах. И все, мы освободились, спокойно можем выезжать. Непонятно, чем эта фирма занимается. Точнее, предполагаю, что акустика это связано с шумоизоляцией зданий. Ну, что-то вот в этом роде, мне кажется. Ну, какая-то такая здесь перевалочная база маленькая. И посмотрим, сколько мне до последней выгрузки с этим очень большим грузом. 62 километра, поэтому помчали. А это у нас получается как бы, ну вот, официально объездная Копенгагена, ну и основная дорога. Широкая, вот видите, сколько, 4 полосы. Мне, возможно, даже надо, да, перестроиться. То есть я о чем и говорил, что в Дании дороги широкие по полностью не скандинавским, а европейским стандартам. И пока едем, расскажу вам историю, как я однажды выгружался в самом Копенгагене. Я работал на датской логистике PostNord, и, значит, в Дании мы загружались, и в Данию потом возвращались, естественно. 2 машины у нас там работало от Крейса. И, значит, в Швеции я загрузился техникой на магазины Power. Ну и на складе самом Power. Это сеть скандинавской, как бы, техники.
домашней всякой. И вот я загрузился на этом Power, и у меня было пол прицепа нужно было выгрузить в магазине Power в самом Копенгагене. Ну, то есть вообще по факту, по-нормальному, я должен был приехать куда-то на распределительный склад, выгрузить это, и туда должна была поехать короткая машина. Но кто-то решил по-другому, и я поехал туда сам. Естественно, под все знаки грузовые я поехал. И, конечно, я был в шоке. То есть, ну, естественно, проезда для грузовых там его и не было. И нужно было попасть в этот торговый центр. Я сразу вообще не понимал, где он, где там это вообще рампа, где что. То есть первый круг я сделал просто вообще по кругу району. Посмотрел достопримечательности. Со второго круга я уже понял, что да, там проехал по брусчатке с автобусами вместе. И, ну, то есть я на фуре там был один такой дурачок. Вот. Ну и потом я понял, куда мне все-таки нужно заехать. Я заехал кое-как. И вижу эти рампы, то есть там тоже они предназначены для пусов, для коротких машин. По высоте это было просто вообще в притирку по крыше прицепа. Я приопускал подушки и нашел вот напротив въезда к этим рампам какая-то была площадочка. Хорошо, что она не сильно была заполнена легковыми машинами. И я туда занырнул и задом кое-как там сдал к ним под рампу и выгрузился. Вот. Конечно, 7 потов сошло мне, пока я там ездил, выгружался и парковался. Но нормально, нигде ничего не зацепил, не повредил. И спокойно туда выехал. Больше я никогда в Копенгаген сам не ездил. Ну, вот. Ну и как бы и не хотелось. Да, как туристу поехать туда на автобусе там или на поезде, то это, конечно, хорошо. Много чего можно посмотреть. Ну, Копенгаген. Это огромный город, очень красивый. Поэтому всем советую, если есть когда-нибудь такая возможность, посетить Копенгаген. Итак, вот такая вот фирмочка. Не стал я никуда туда заезжать, стал просто посреди дороги, пойду спрашивать, что тут к чему. В общем, выгрузился и прилетело мне задание. Будет загрузка 16 тонн. Время до 2 успеть нужно загрузиться. Ну, здесь недалеко ехать. Обратно через мост. Выгрузка и паром. Я так понимаю, паром уже на завтра. И это с Трелеборга на Клайпеду. Будет у нас паром такой вот. Выгрузить пришлось вручную с помощью одной тут девушки, которая работает в этой фирме. Ну вот, так вот они работают. Поехали. Но мы вот в такой вот деревушке датской. И сейчас я вам покажу, о чем я говорил про эти портреты. Вот, смотрите, портреты, и на них потом отмечаются сверху. У кого-то галочка, и, может быть, увидим, а у кого-то крестик. И вот люди какие-то, то есть, вот что это, вот это, конечно, интересная загадка. Кто-то повторяется, кто-то разный. Вот, тоже галочки, галочки. И вот это сейчас по всей Дании. Все кругом в портретах, как вы видите. И здесь, и здесь. Ну, я говорю, что еще раз, что я понятия вообще не имею, что это. Красивое здание. Так, мы назад на трассу выскочим. И вот тоже здесь все кругом по обе стороны, с обоих сторон. А вот тут катера какие-то. Так, дождик пошел у нас. Не в тему абсолютно. Ну а мы движемся дальше. Так, и я на подходе. У меня есть даже указатель моей фирмы Ардах. Глаз какой-то.
Я так понимаю, в самом конце будет какая-то фирма. Главное, чтобы загрузка была сзади. Тогда будет вообще, в принципе, идеально. Даже какая-то столовка есть. Я попробую потом туда заехать. Может, и поем. И вот у нас большие указатели показывают, что грузовик есть. Ехать туда. Мы едем. Едем. Зеленый свет нам горит везде. Отлично. Так. И на то, что у меня будет задняя загрузка, можно уже не надеяться. Так, что тут пишут? Ничего особенного не пишут. В общем, останавливаюсь я здесь и иду в офис. Ага, вот, кстати, может быть что. Электрический погрузчик ставят внутрь, и ты внутри там сам уже с собой зажигаешь. Ну, посмотрим. Вот такая вот у меня погрузочка на электрической. Короче, не буду я снимать ничего. Итак, вот да, загрузил я электрическим погрузчиком банки пустые. И сейчас он сам уже доставит эти палеты. И как-то ремнями еще будет крепиться, я так понял. Он вот это сам мне показал, как их повесить. Итак, загрузка готова. Система такая. Полезна будет для тех, кто когда-нибудь соберется работать на тенте. Значит, за самую первую стойку, которая съемная на прицепе, с обеих сторон зацепился ремень. Ну, то есть на уровне, я имею в виду, стойки, за пол зацепился ремень. И потом в самом конце поставили палеты. И с двух сторон, вот с цепкой замков двух, это дело все прижалось. Плюс я поставил еще верхнюю планку. И все, банки никуда не денутся. Главное, сильно по ямам не летать. Ну, вы как видели в Дании и в Швеции, куда я поеду, там ям не будет у меня по дороге. Вот такая вот загрузочка у меня интересная. Ну что, вот он, последний рейс, официально подтвержденный. Я загрузился этими банками. Ой, выгружусь в Швеции завтра утром и пустой на паром. То, что я еду пустой на паром, это вообще круто. Вот. У меня чисто меньше геморроя, вообще никаких проблем. Я пустой заеду, пустой съеду на базу. Отцепил прицеп, отдал машину и все, и я свободен. Вот, а пока что я хочу есть. Не надо мне где-то что-то купить, перекусить. И завтра мне еще надо будет утром где-то перекусить, а вечером я уже поем на пароме. Следующее видео будет про мост-туннель и будет возвращение домой видео. Вот такие вот у меня планы. Поэтому смотрите видео про тоннель и до скорых встреч. Всем пока.